Счастье, счастье, счастье посылаю вам. Летит вот в такой красивой форме. А формула этого счастья – стержень, сила духа, позитив и философия жизни. Когда ты крепко держишься за эту формулу, несмотря ни на что, ты совсем можешь справиться. Вот такое счастье мы с вами запускаем. Летит весь 23-й год. Ну а вижу Розану, слышу такие слова. Тоже такой же посылаю счастливый лайк. Спасибо. Итак, смотрим с вами май месяц для богемы гороскопа. Для прекрасных, чудесных, необычных водолеев. Да-да-да, мои хорошие, богема гороскопа. Смотрим май месяц. Май месяц очень богат на астрологические события, которые будут интенсивно проходить в мае месяце. Это и Плутон будет находиться в ретроградном движении. Плутон, который сделал к вам пробный транзит и еще так только нащупывает, как же ему здесь устроиться, пристроиться на долгие годы и как себя вести. То есть делает такой пробный транзит, сделал и сразу пошел в ретроградное движение. До 15 мая Меркурий будет в ретроградном движении. Затем с 15 мая пойдет на прямое движение, и все это в знаке зодиака Телец, в земном, приземленном знаке. Следующее большое событие, которое тоже астрологическим событием в этом месяце является, это транзит Юпитера в знак зодиака, тоже Телец, в земной знак, где управляет Венера, то есть большое счастье. Юпитер идет в малое счастье. Два счастья соединяются и каким образом будут отражаться для водолеев. Следующее событие – это 5 мая лунное затмение. Закрывается коридор затмений. И мы с вами открываем новую страницу, новое окно, свет, где-то вспышка света увидеть, услышать, узнать. То есть что-то закрывается, которое уже отработало, которое уже завершено, которое уже не работает в тех рамках, которых было. Оно происходит в знаке зодиака Скорпион, но очень созвучно Водолею. То есть не хочу заниматься вот этим, оно уже отжило себя. Лучше развиваться вперед и пробовать вперед. Да, не знаешь еще, что там впереди, но все равно лучше вперед, чем топтаться на месте или, не дай бог, назад. Вот такие вот события, которые у нас будут. А также будет Венера делает транзит, меняет знак. Также Марс делает транзит, меняет знак. То есть, конечно, астрологических событий достаточно. И мы сейчас с вами посмотрим, конечно же, начнем с Солнца. Солнце до 21 мая будет находиться в знаке зодиака Телец. И для вас вся эта конструкция в очень домашнем знаке. Вот все, что происходит у тебя внутри, в твоей семье, у тебя дома. Солнце будет делать прекрасное соединение с Меркурием и с вашим Ураном. Уран тоже находится в знаке зодиака Телец и находится там уже давно, и как будто бы уже даже привык к тому, что вот он такой гигантище стоит в таком устойчивом земном знаке. Делает соединение. Соединение Солнце делает и с Меркурием, и с Ураном. Соединение – это очень гармоничный аспект.
Поэтому, конечно, для вас это все, что связано с домом. Можете получить известие, так как Меркурий ретроградный, можете получить известие от своих родных, от своих близких, от своих родителей, от детей. Возможно, дети к вам возвращаются. Вот где-то были на учебе, возвращаются. Может быть, вы хотите забрать своих родителей. Может быть, вы хотите продать свою недвижимость. То есть очень все в рутине, но рутина настолько благоприятно складывается. Бумаги какие-то доделать надо, значит доделать надо. Может быть, какие-то нужно сделать документы, дослать, переслать, получить. То есть ты занимаешься такой рутиной, которая за что не берешься, у тебя получается. А может быть и ремонт надо сделать, а может быть подкупить какую-то, от какой-то мебели избавиться, а купить какую-то новую. То есть ты создаешь уют, комфорт, и солнце здесь настолько мощное и сильное, оно дает энергию делать принимать эти все решения. Причем очень случайно, очень неожиданно, негаданно. Кто-то позвонил из бывших друзей, где-то вместе когда-то жили, работали или учились, и предложил вам, может быть, очень хорошую должность, может быть, сделку какую-то очень хорошую. Или вы через этого человека узнаете новость. А также это могут быть и те, с кем связь была прервана, и связь была прервана не по вашей вине. Вот так как-то пути дороги разошлись, и это могут быть ваши близкие, ваши родные, это могут быть что-то давно не слышали от своего ребенка какое-то известие, или от своего мамы или папы. По-всякому складываются отношения, и ваши судьбы разошлись, вы давно не слышали известия. Вы можете на этот период получить, причем известие хорошее, потому что очень гармоничные аспекты. 5 числа полнолуние в знаке зодиака Скорпион. И это полнолуние происходит, закрывается коридор затмений, то есть и лунное затмение здесь происходит, закрывается один период из жизни, подводишь итоги, результаты, возможно, и делаешь какие-то очистительные, то есть освобождаешься от чего-то, да, что-то не работает, да, что-то уже тебе не нужно. Ты хочешь от чего-то избавиться, и в этот период ты избавляешься, потому что закрывается коридор затмений. То есть закрыть надо плотно, завершить все эти дела и закрыть плотно за собой дверь. Она у вас происходит такого очень карьерного этапа, партнерского этапа, то есть все, что вас не устраивает в вашем коллективе, на вашей работе, в каких-то контактах, которые вас уже давно исчерпали себя, вы этот период заканчиваете, закрывается этот период. Следующее, это 19 числа будет новолуние в знаке зодиака Телец, и проходит оно у вас, новолуние в Тельце проходит у вас в вашем доме, в доме семьи, вашей семьи, вашей фамилии, вот вашей базы, основы, откуда вы. Такое новолуние, где ты строишь планы, ты строишь какие-то изменения, вполне может быть, захотите недвижимость, которая есть от родителей, от нее избавиться, потому что она вас уже от себя отжила, а может быть и ремонт там сделать, и дальше продолжить. То есть что-то строишь планы по этому новолунию, все, что связано с рутиной, с бытом, с домашним, с семейным таким. Рутину свою вполне, может быть, захотите поменять. Если у вас был определенный уход и обязанность, вы можете перенести эту обязанность на кого-то. То есть вы меняете свою рутину. Вы можете даже в этот период и поменять режим своего дня. Это тоже очень хорошо на это новолуние.
Ну, Меркурий, смотрим Меркурий. Меркурий будет и в прямом движении, и в ретроградном движении до 15 числа. После 15 идет на прямое движение и делает красивые секстили. 2 секстиля сделает и в прямом движении, и в ретроградном. Сделает с вашим Сатурном. Сатурн к этому времени уже, конечно же, находится в знаке зодиака Рыбы. И тут Сатурну самому не особо комфортно. Его никак ты не загонишь. Ты не придашь форму, потому что это водная стихия, форму ты не придашь. А когда ты хочешь заставить и придать форму водной стихии, то застой воды получается не очень хороший эффект. Она все равно воду, либо ты ею пользуешься, она течет, либо она застаивается, и ты не можешь ей пользоваться. Поэтому Меркурий делает к Сатурну дважды такой прекрасный, чудесный секстиль. А секстиль – это гармоничный аспект, где ты можешь, да, построить планы. Если ты видишь и начал что-то, и тебе не нравится, ты можешь эти планы поменять. Очень все можешь быстро поменять в своей жизни. Следующее смотрим Венера. Венера делает транзит в знак зодиака Рак. И здесь Венера чуть-чуть капризная, чуть-чуть трогательная, чуть-чуть обидчивая. Тоже в водной стихии. Но тем не менее это очень уютная Венера, комфортная Венера. Она выстраивает гармонию, баланс и дает очень хороший аспект к Юпитеру, дает очень прекрасный, чудесный аспект к вашему Урану. То есть здесь Венера такая, где ты можешь внести романтику, внести счастье, удовольствие, но не на таком огромном подъеме, потому что недостаточно этой энергии. А как-то так все очень интимно, встречи могут произойти, но не хочется об этом никому рассказывать, не хочется ничего об этом никому говорить. Какая-то немножечко тайна вокруг всего этого. Вот так закрыться захочет Водолей, не показывать и не рассказывать о своем очень личном счастье. Марс сделает транзит к знаку зодиака Лев, и это будет вторая половина мая. Здесь, конечно же, совершенно энергия меняется. До этого Марс будет находиться в знаке зодиака Рак, водная стихия, тоже здесь недостаточно энергии, и Водолеи это очень хорошо чувствуют. То есть вроде ты что-то начал делать, а устал, как будто бы ты 3 дня уже работаешь над этим, а ты только приступил. Или наоборот, такой подъем энергии, и вдруг раз у тебя спад энергии. Это Марс, находящийся в знаке зодиака Рак, вот таким образом работает. Но после 20 числа заходит в огненный знак. И, конечно же, здесь очень большой подъем энергии, который очень вы хорошо будете чувствовать. Все дела абсолютно по-другому идут вверх. За что не возьметесь, все нравится, на все хватает желания, энергии, подъем. Просто после 20 числа идет большой-большой энергетический подъем. Но 16 мая Юпитер сделает транзит в знак зодиака Телец. И, конечно же, это такое положение Юпитера к Тельцам, большое счастье заходит к малому счастью для вас. Ну, это невероятное соединение и объединение со своим близким окружением. Вам комфортно, вам уютно, вы покупки очень делаете оригинальные, хорошие, нужные. С этими покупками вам потом они вам служат очень хорошо. Конфликты, которые были с вашим каким-то близким окружением, они как-то между прочим, они распадаются. Вот ничего даже прикладывать к этому не надо. А вы будете чувствовать, что этот конфликт или какая-то ситуация, она сама по себе отступила. Она не требует никакого к себе больше внимания и решения. То есть, конечно, вторая половина месяца, она более благополучная, более активная, энергии будет достаточно, огромная помощь и поддержка всех начинаний, всех твоих планов, всех твоих желаний. Большая поддержка будет от мудреца, от Юпитера. И, конечно,
начиная уже со второй половины месяца, вот эти астрологические события приведут к большому успеху и процветанию, который вы будете замечать просто с каждым днем. Ну и Плутон, который у вас находится, находясь в ретроградном движении, сделает какие-то свои задержки, какие-то немножечко напряженные ситуации, но это настолько произойдет мягко, потому что никакого нет аспекта, показывающего на то, что выстраивается квадратура или конфликтная какая-то ситуация. Немножечко проследить за своим эмоциональным состоянием в тот период, когда Плутон будет находиться в ретроградном движении. Даже если возникнет какое-то недопонимание, углубиться, изучить этот вопрос, прежде чем предъявить какую-то претензию даже к самому себе. Лучше поглубже разобраться с этим вопросом, особенно до 5 мая. После 5 мая уже легче будет воспринимать ретроградный Плутон. Ну вот, плюс-минус такая обстановка складывается на этот месяц. Вы будете чувствовать прилив энергии, особенно этот прилив будет чувствоваться со второй половины месяца, начиная после 15 числа. Ну что, мои хорошие, счастье, счастье, счастье. И это счастье очень сильно вы почувствуете, энергию этого счастья, позитива очень сильно вы будете чувствовать, особенно начиная со второй половины месяца. Активность астрологических событий мая начинается со второй половины месяца. Ну а вижу Розану, слышу такие слова. Тоже такой же посылаю счастливый лайк. Спасибо.